Всем привет, меня зовут Стас Громов. В последнее время я получал огромное количество сообщений от вас, что когда, Стас, появится новый процессинг, создание татуировки от и до. И сегодня мы снимем отличный видос для вас. Это мой друг Папс из Австралии, Сиднея. Он сегодня получит крутую татуировку на лице. Как бы смотрите, все в процессе с нуля. Погнали. Вообще никто не пишет. Ну ладно. Если кто-то отгадает, что тут написано, оставляйте комментарии ниже. От меня будет приз футболка. Для начала я выстраиваю точками форму просто. У Папса было пожелание, он сейчас работает шеф-поваром в ресторане и хочет, чтобы татуировка сильно на лицо не выходила, чтобы это его фейс читался в целом и не портило. Вот. Потому что даже в Сиднее, возможно, появятся проблемы из татуировок на лице. Еще мы выровняем татуировки по ушам, потому что у него и с этой стороны уже имеются татуировки. С этой, конечно, она будет помассивнее, это тоже его пожелание. В процессе работы я буду использовать один желтый маркер и красный маркер. Как бы один. Это меня спрашивают, какие маркера я использую. Обычные перманентные маркера самые бичевые, потому что они, как правило, идут один раз для одного клиента, и дальше они идут в урну. Желтым маркером я чуть-чуть основу, сетки какие-то, если они нужны. Красным уже финишные линии. Он имеет тоненький кончик, скажем так, для деликатных полосок и для больших полосок потолще. Для начала я расчерчу примерно боку, чтобы понимать, как они по масштабу у меня помещаются ли все. Прикольно это композиционно будет выглядеть. Потом я спрошу Папса, лайкнет ли это он дерьмо или нет. И вот сейчас я понимаю, что буквы у меня слишком большие на самом деле. Охота не мельчить и в то же время охота сделать, чтобы это все было как бы круто выглядело в целом. Но масштаб я выбрал большой. Полоски на самом деле почти нифига не видно, но мне как технически, скажем так, скелет вполне достаточно. Перед тем, как рисовать на коже, конечно, лучше ее обезжирить вообще, но в процессе даже маркер очень быстро забивается. Человек нервничает, сальные железы активно работают. Маркер у меня уже только начал, а он уже не пишет. Я, пожалуй, поменяю, возьму еще один маркер. Вот тогда будет прикольненько. Мне нравится. Ну вот мы примерно очертили, как раз выстроили примерную форму. Даже если прямо посмотреть, очень круто выглядит, как будто волосы так лаком задул. Кайфово, мне нравится, очень динамично выглядит. Сейчас я это дело все сотру и уже отрисую на чистовую. No design. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Maybe even just to there. Okay. Fine, Okay. yeah. Okay. And then lots of little dots and Yes. Dots and spider. yeah. This is cool, but it breaks up the face too much and it comes down. Yeah. Сейчас я отрисовал букву I. Сейчас я отрисовываю букву P. Обычно я очень сильно их ломаю по формулам вообще. Ну, как бы тут D, I, P. Буковка Е. Я параллельно уже сейчас рисую и планирую, какими иглами я буду работать. Так как деталей тут много. Я понимаю, что я не буду использовать свою любимую 11 HL. Что-то новенькое получается на самом деле.
Первую буковку я решил сделать достаточно массивной ее, чтобы она выделялась. Ну, это получилась какая-то китайская каллиграфия. Мои любимые роллы. Вообще я тут столкнулся, кстати. Когда сбоку смотришь, все параллели, охота сделать так. А здесь смотришь, у тебя, конечно, у тебя нифига не видно сейчас или видно? Все заламывается. Надо будет искать золотую середину. Ну вот, собственно, наверное, как раз это и финальный результат. Если кто-то отгадает, что тут написано, оставляйте комментарии ниже. От меня будет приз футболка. Ну, опять очередной из часто задаваемых вопросов, что я использую в работе, какие краски и что, например, чаще всего вазелин у меня это лакблат с хлоргексидином. Мне, во-первых, очень нравится цвет, бирюзовый, даже такой-то голубенький, кайфовый. По поводу, блин, как он мне нравится вообще, реально кайфовый. Буквально полгода назад я увидел фиолетовый вазик в Милане от Ингзи, вроде бы, производство США. Думаю, блин, когда у нас начнут делать крутые вазелины цветные вообще. И просто буквально я возвращаюсь в Россию, меня как раз презентует кайфовый цвет и кайфовый вообще вазелин. Так, по поводу краски. В последнее время начал использовать это Allegoria Black. Очень крутая краска, я бы сказал, охуенная. Очень пластичная. Мне ее посоветовал мой кореш Эбис Ван из Лос-Анджелеса. Может, вы его знаете. Пластичная, крутая краска, крутая укрывитость, тонкие, толстые полоски, покрас, шейдинг. Я все делаю ей. Очень крутая краска. В работе также, вот, например, я использую 3 колпачка, как правило. Это черный, пару капелек для медиума и для лайта. Все, у меня все готово. И прикольная наклеечка моего кореша Марселя из Берлина. Крутой тип. Например, опять же, вернемся к тому, сейчас я буду делать татуировку на лице. На лице очень деликатная кожа. Я буду использовать как раз новую машинку Tron. Я ее использую для головы, пальцев, из-за специфики кожи. Она не быстрая, конечно, как индукция. Мне приходится жертвовать скоростью, но ради качества черт с ним. И по поводу иглы. Скорее всего, буквы у меня будут тонкие. Это мой travel pack. 15-х магнумов. На самом деле у меня тут целый набор всяких иголочек. От троечек до 15-го магнума. И, наверное, в работе я сегодня буду использовать, не знаю, 7, я думаю, до сих пор на самом деле. На самом деле, охота взять опять 11-ю. Но я думаю, лицом не закончится. Я возьму сегодня 5 и 7 рядом положу. Использую я 5 HL маркировку. Я использую только иглы HR, никаких труйлайнеров. Эти иголки очень стянутые, дают хорошую полосочку в работе. Ну и, конечно же, плюс нового Трона, то, что он не шумит, в отличие от индукции. Иногда, мне кажется, я уже начал глохнуть, но мощь и скорость индукции, конечно, не поспорить ни с одним, ни слайдером, ни ротором. Если кто-то хочет поспорить, напишите мне интересно, я обязательно затестю эту машинку. Кстати, по поводу вылета иглы в тату-машинке, я ставлю обычно 5 миллиметров, можешь поближе снять. Все постоянно охуевают, почему я работаю. На самом деле я вижу кончик иглы и буквально тактильно я чувствую, как я касаюсь кожи. Это вот такой вылет. Это идеально для меня.
Все такие, да ладно, это пиздец, это нормально. Часто, опять мне задают вопросы, какими иглами я крашу и чем я делаю полоски. Например, опять же, здесь я только буду использовать одну иглу, но, возможно, и буду использовать еще троечку HL для тонких паутинок, как я называю, Little Bit Spider. Я делаю тонкие полоски пятеркой, и ей же я все делаю и крашу. Просто идеальная тачка для лба. Ну и вопрос к тому, как раз, что трансфер часто стирается. Да, вы видите, я только начал татуировать, а трансфер уже полностью стерся, почти ничего нету. Лучше вам советую остановить процесс, подрисовать немножко. Кто-то мне советовал использовать какие-то, во-первых, специальные ручки для фрихенда. У них очень толстое перо, они мне не подходят для этого дела. Какие-то, может быть, перманентные маркеры, я их перепробовал огромное количество, они все стираются в итоге вообще. Закрепители для фрихенда тоже на самом деле не действуют, они действуют буквально 5 минут вообще. Это для процесса очень мало. Здесь очень много тонких деликатных полосок, конечно же, трансфер будет стираться, так что лучше остановитесь, чтобы, не дай бог, не нахуярить каких-нибудь делов, и продублируйте по-русски. Я как раз этим сейчас займусь, немного связую. Ну вот полоску чуть-чуть освежили, можно и продолжить на самом деле. По крайней мере, мне так спокойней. Вот мы и закончили все финальные полосочки, весь покрас. Я выполнил это все 7 HL. И сейчас я зарядил свою любимую троечку для паутинок. Погнали! Все, можно сказать, пара, 1-2 финальные точки, и мы закончили. Финиш. Yay? Yeah. Dude, dude, that is sick, man. Awesome, man. I'm gonna be like the only Australian with a fucking grow mob too. Yeah. Wicked. Wicked. Yeah.